Нужно ли добавлять укроп, чтобы сделать кофе или чай? Как слепить болвана? Кто носит люстру в сумочке и как мыло связано с ошибками? Обо всем этом мы расскажем в нашем видео. Сегодня мы сделали подборку польских слов, которые без перевода забавно звучат для русскоговорящих. Итак, дюже люстро. Когда мы слышим это, сразу представляется такая огромная люстра с хрустальными украшениями, потому что на русском люстра – это светильник на потолке. Можно ли носить люстру в сумке? Да, если это люстерко. А в парикмахерской можно посидеть перед дюжим люстром, пока тебе делают стрижку. Ведь на польском люстра – это зеркало. Поэтому вполне нормально смотреться на себя в люстерко. А как вам слово «мылище»? Кажется, оно связано с мылом. Можно мылить руки, чтобы их помыть, например. Но если вдруг вы услышите «przepraszam, помывка», не спешите связывать это слово с купанием. Помывка по-польски означает «ошибка», а мылище – «ошибаться». Поэтому, как бы похоже ни звучало «мы помылилищмыще» на «мы помылись», это означает в переводе «мы ошиблись». Болван в русском языке – это слово, обозначающее глупого человека. Поэтому довольно странно слышать, что болванов можно слепить. Но лепить болванов в Польше любят многие, особенно дети, когда выпадает снег. Потому что на польском болван – это снеговик. Слово «укроп». По-польски оно произносится с другим ударением, но определенно звучит точно так же, как русское слово «укроп». Душистое растение, зелень или зонтики которого добавляют в еду и соленья. И совсем не ожидая, что для приготовления чая или кофе может понадобиться укроп. А это так, потому что укроп по-польски – это кипяток. Хотя есть и другие слова для обозначения кипящей воды. Wrzątek, вар или просто gorąca вода. А укроп на польском будет коперек. Что первое приходит в голову, когда слышишь слово «вонь»? Какой-то абсолютно неприятный и ужасный запах, который побыстрее хочется перестать чувствовать. А если речь идет, например, о розах? Вунь руж? Наверное, кто-то очень не любит запах цветов, поэтому называет их вонью. Но нет, вонь руж в переводе с польского означает аромат роз. Вунь – это запах, аромат на польском, а вонны – душистый. Справедливости ради, в польском есть и слово «запах» и «аромат». А для неприятного запаха есть слово «смрут». Изба. В русском языке это слово обозначает деревянный дом. В сказках в деревянной избушке живут зайчики или коза с козлятами, а в избушке на курьих ножках – баба-яга. Но в польском языке вы можете услышать или прочитать изба адвокатска, изба гмин, изба хандлова или даже изба лордов. Последнее звучит как-то уж совсем несочетаемо. Где лорды и где крестьянские избушки? А дело в том, что на польском изба – это комната, помещение или палата. И тогда все эти словосочетания сразу становятся понятными. Адвокатская палата, палата общин, торговая палата и палата лордов. А пивница звучит совсем как разновидность слова «пивная». Место, где можно выпить пиво или любое другое место с пивом связанное. Пивницы в Польше довольно распространены. Даже мы снимаем квартиру вместе с пивницей, но не пьем там пиво и не складируем его там. А лежат у нас там разные наши вещи, потому что пивница на польском – это подвальное помещение для хранения чего-либо. Для чего может понадобиться бидон? Обычно для молока или еще какой-нибудь жидкости, не раздумывая, ответит русскоговорящий. Это же такая жестяная емкость с крышкой. С маленькими бидончиками раньше всегда стояли в очереди за молоком, а в большие бидоны молоко собирают на фермах. Но в Польше бидон может взять с собой, например, велосипедист в поездку или мама в коляску для малыша.
потому что бидон – это небольшая бутылочка для воды с крышкой. Есть, конечно, слово «бутелка», но вот именно такая называется бидон. Штука. Слово вполне понятное и, казалось бы, не таит подвоха. Так же, как и в русском языке, это слово обозначает какой-то предмет. Если вы в польском магазине на вопрос о количестве покупаемых вещей ответите «2 штуки», то вас поймут. Но что тогда изучает студент факультета штук пьянкных? Изобразительное искусство. Ведь штука – это еще и искусство, а разговаривать о штуке значит разговаривать об искусстве. Позорное. Слово с неприятным ореолом в русском языке. Когда человек оказывается в каком-то постыдном, неприятном, унизительном положении, тогда мы и можем назвать такое положение позорным. Но в польском у этого слова вполне безобидное значение. Иногда можно услышать, например, «позорна радость», но это не значит чего-то плохого. Это кажущаяся радость, потому что позорный – это кажущийся. У слова «подстава» в русском языке неприятный смысл. Оно связано с обманом, мошенничеством, подлогом или предательством. Можно подставить человека, подделав улики и сделав его виновным в преступлении. «Это не я, меня подставили!» часто можно услышать в детективах. Но в польском у этого слова вполне обыденное значение. И хотя науковые подставы будут звучать подозрительно, это всего лишь научные основания, ведь подстава в переводе с польского означает «основа». Если понравилось, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!